Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Меня зовут Светлана. Мне 32. Я красивая, умная и абсолютно бесстыжая. Последнее качество помогало мне больше, чем первые два. Я профессиональная невеста. Нет, не та, которая выходит замуж по любви, а та, которая выходит замуж по расчету, а потом уходит по-английски. С деньгами. Чужими. Схема простая, как кирпич. Я регистрируюсь на сайте знакомств для богатых и одиноких. Выбираю жертву, влюбляю, беру в долг, а потом исчезаю. Все. Профессия не требует диплома, только внешность, терпение и полное отсутствие совести. С первым и вторым проблем не было. С третьим тоже. Жила я в большом европейском городе. Название не важно. В любом большом городе хватает одиноких мужчин с деньгами и без чутья. Я меняла имена как перчатки. Сегодня я Алиса, дизайнер интерьеров. Завтра Виктория, владелица галереи. Послезавтра Елена, журналист-международник. Профессии выбирала те, что звучат дорого, но не требуют доказательств. Никто не просил у дизайнеров показать диплом. Всем было достаточно улыбки и декольте. Квартиру я снимала. Чужую. Мебель чужая, одежда чужая, купленная на чужие деньги. Своим у меня было только лицо и телефон. Но и телефон я меняла раз в месяц. За 5 лет я обманула 11 человек. 4 фальшивых имени, 2 поддельных паспорта. Меня ни разу не поймали. Я ни разу никого не пожалела. И ни разу не вернула ни цента. Я знаю, что вы думаете. Вы думаете, что я плохая. Вы правы. Но я была не просто плохой. Я была хорошей в том, чтобы быть плохой. А это, согласитесь, требует таланта. Мой день начинался в полдень. Я просыпалась в чужой постели, в чужой квартире, иногда рядом с чужим человеком. Вставала, смотрела в зеркало и говорила себе: «Света, ты прекрасна». Это была единственная правда в моем дне. А дальше начиналась работа. Работа заключалась в том, чтобы стать тем, кого мужчина хотел видеть. Один хотел нежную и наивную, я становилась нежной и наивной. Другой хотел дерзкую и независимую, я становилась дерзкой и независимой. Третий просто хотел, чтобы его слушали. Я слушала. Часами. Кивала, сочувственно вздыхала, задавала вопросы, запоминала детали, имена его детей от первого брака, имена его собак, аллергию, привычки, слабости. Информация – вот что главное. Не красота, не секс, информация. Красота открывает дверь, информация дает ключи от сейфа. Свои заметки я вела в блокноте, настоящем бумажном. Электронные следы опасны, а бумага горит, и я ее жгла регулярно. В заметках были все подопечные. Я звала их так, подопечные, потому что слово «жертва» звучало слишком криминально, а я предпочитала думать о себе как о предприимчивой женщине, а не как о преступнице. Хотя, конечно, я была преступницей, просто хорошо одетой. Каждый подопечный имел свой номер и краткое описание. Подопечный номер 7 – Ганс, 53 года, вдовец, владелец 3 автосалонов. Аллергия на пенициллин, любит оперу, плачет, когда пьяный. Дал взаймы 18 тысяч. Подопечный номер 9 – Фердинанд, 47 лет, разведен, владелец сети аптек, боится темноты, спит с ночником. Дал взаймы 22 тысячи. Подопечный номер 11. Топ. Об 11-м я расскажу отдельно. Он заслуживает. Но сначала о главном, о принципе. Принцип был такой.
Никогда не бери много за один раз. Бери мало, но регулярно. Проси не деньги, а помощь. Не дай мне 20 тысяч, а помоги мне немного не хватает на ремонт. Мужчины любят спасать. Дайте им возможность вас спасать. Дайте им возможность чувствовать себя героями. Они заплатят с благодарностью. А вы исчезнете с легким сердцем. Мое сердце легкое, как воздушный шарик. Только вместо гелия внутри пустота. У меня были правила. Первое – никогда не влюбляйся. Это бизнес. Второе – никогда не оставляй следы. Никаких совместных фото, подарков с гравировкой. И третье – никогда не работай в своем городе. Четвертое – никогда не доверяй. Никому. Четвертое правило я нарушила, но об этом позже. Сначала казалось, что это приключение, адреналин, игра, каждое новое знакомство, как партия в шахматы. Ты просчитываешь ходы, предвосхищаешь реакцию, строишь комбинации. Когда мужчина переводит деньги на твой счет, это не просто цифры, это победа, мат. Ты выиграла. Потом азарт притупился. Деньги стали просто деньгами. Рутина. Телефон, свидание, улыбка, сочувствие, просьба, перевод, исчезновение. 10 шагов, как танец. Только партнер не знает, что танцует. Я не тратила много. Жила скромно по меркам своей профессии. Квартира хорошая, но не роскошная. Одежда качественная, но не кричащая. Машина обычная. Накопления были. На счете в надежном банке лежала сумма, которой хватило бы на тихую, спокойную жизнь. Если бы я захотела тихую, спокойную жизнь. Но я не хотела. Мне нравилась игра. Игра была моим кислородом. Может, я была больна? Наверное. Тяга к обману похожа на зависимость. Ты знаешь, что это плохо. Знаешь, что тебя рано или поздно поймают. Но остановиться не можешь. Каждый раз как последний. Каждый раз. А потом снова. Я заметила его на сайте первой. Профиль Кристиан, 41 год, австриец, владелец инвестиционной компании. На фото красавец, темные волосы, загорелое лицо, белые зубы. Улыбка мягкая, открытая, глаза веселые. Слишком веселые для богача. А обычно богатые мужчины на таких сайтах выглядят так, будто позируют под дулом пистолета. Кристиан выглядел так, будто ему нравится фотографироваться. Это должно было меня насторожить. Но нет, не насторожило. Я решила, что он просто симпатичный дурак с деньгами. Мой любимый тип. Я написала первой. Сообщение было составлено по проверенной формуле. Легкий комплимент плюс вопрос, на который невозможно не ответить. У вас удивительная улыбка. Вы всегда так открыто улыбаетесь или только когда фотографируетесь? Он ответил через час. Всегда. Жизнь слишком коротка для серьезного лица. Ишь ты, жизнь коротка. Согласна. Особенно для некоторых. Наша переписка длилась 2 недели. Кристиан был остроумен, обходителен и ненавязчив. Он не хвастался деньгами, не рассказывал про свои машины, не отправлял фото с яхты. Это было непривычно. Обычно мужчины на таких сайтах первым делом присылают фото с яхты. Яхта, машина, дом, часы. Смотри, какой я богатый. Пожалуйста, полюби меня. Кристиан присылал фото закатов, кофе на террасе, книгу на столе, собаку, лабрадора по имени Маро. Я показывала их Лильке. Лилька была моя единственная подруга. Тоже аферистка, но мелкая. Работала на мелких суммах. Я ей доверяла, нарушая 4 правило. Но Лилька была не опасна. Она была слишком глупа, чтобы предать. «Смотри», — сказала я, открывая телефон. «Закаты, кофе, собака. И что? А где яхта? Может, яхта на ремонте?» «Нет, Лиль, он не такой. Он другой.
а не все другие, пока не попросят вернуть долг. Лилька была права, но я не слушала. Впервые за 5 лет мне было интересно не ради денег. Мне был интересен сам Кристиан, как человек, как собеседник, как партия в шахматы, где партнер играет нестандартно. Через 2 недели мы встретились. Ресторан в центре, небольшой, уютный, не пафосный. Выбирал он сам. Это было тоже непривычно. Обычно я выбирала ресторан. Подороже. Кристиан в жизни был еще лучше, чем на фото. Высокий, подвижный, глаза темные, внимательные, руки красивые, запах хороший, не резкий, дорогой, но не кричащий. «Ты еще красивее, чем на фото», — сказал он, вставая из-за стола. «Спасибо, ты тоже». «Я знаю», — засмеялся он. Никто из моих подопечных так не шутил. А обычно они смущались, когда я делала комплимент. Кристиан принял его как должное. Это было ново. Ужин был долгим, а разговор тек легко. Кристиан рассказывал о своем детстве, о родителях, о первой работе, о собаке. Я слушала, задавала вопросы, кивала, сочувственно вздыхала, все по схеме. Но в какой-то момент я поймала себя на том, что действительно слушаю. Не ради информации, а просто слушаю. Это было опасно. Я вспомнила первое правило. Никогда не влюбляйся. «Расскажи о себе», — попросил Кристиан. «Я дизайнер интерьеров», — сказала я. Первая ложь вечера. Привычная, как дыхание. «Где училась?» «В столице, потом практика, а потом фриланс». «Фриланс? Это значит, что ты сама выбираешь заказы?» «Именно. И как? Нравится?» «Очень. Свобода». Он кивнул, не допытывался, не просил показать портфолио, просто кивнул. Я выдохнула. Десерт, меню. Я скользнула глазами по списку и застыла. Торт с фисташками. Орехи. Моя аллергия. Мой единственный настоящий враг в этой жизни. Аллергия у меня тяжелая. Анафилактический шок. Один раз в детстве чуть не умерла, когда съела печенье с грецким орехом. Мама рассказывала, что лицо посинело, а потом побелело. С тех пор я избегала орехов как огня. Всегда спрашивала, всегда проверяла. Это было единственное, в чем я была осторожна. В остальном нет, но в еде да, потому что еда – это единственное, что может убить тебя в ресторане. «Ты будешь десерт?» – спросил Кристиан. «Нет, спасибо, я не сладкоежка». «Совсем?» «Совсем. Я соленое люблю». Он улыбнулся и заказал себе торт. Не фисташковый, шоколадный. Я расслабилась. Наши встречи стали регулярными. 2 раза в неделю, потом 3, потом 4. Кристиан был внимателен, запоминал, что я люблю, что нет. Замечал, когда я меняла прическу, спрашивал, как прошел день, слушал ответы. Через месяц я рассказала ему про аллергию. Не потому, что была откровенна, потому что это было важно, жизненно важно. Если человек готовит тебе еду или заказывает десерт, он должен знать. «Орехи?» – переспросил он. «Серьезно?» «Серьезно. Если я съем орех, то умру. Быстро. За минуты». «Бедная, это должно быть тяжело». «Я привыкла. Просто всегда спрашиваю». Он кивнул, записал. Я видела, как он достал телефон и набрал что-то в заметках. Света, аллергия, орехи, смертельно. Мне стало даже тепло на душе. Никто раньше не записывал. Все кивали и забывали. Это должно было меня насторожить. Но нет, не насторожило, потому что мне было тепло. А когда тепло, ты перестаешь быть осторожной. Холод держит в тонусе, тепло расслабляет. Я расслабилась. Через 2 месяца Кристиан предложил мне переехать к нему. Квартира большая, просторная, зачем мне снимать? Я согласилась. Нарушила второе правило. Никаких совместных следов. Но кто считает правила, когда влюбляется? Я не влюблялась или убеждала себя, что не влюбляюсь, но я влюблялась. Медленно, как тонет корабль.
Сначала незаметно, потом вода до колена, потом до горла. Мы жили вместе 3 месяца. Самые счастливые и самые глупые 3 месяца в моей жизни. Я почти не врала. Почти. Рассказывала ему о своей работе, показывала фальшивые проекты интерьеров. Он верил или делал вид, что верил. А потом случилось то, что должно было случиться. В тот вечер Кристиан приготовил ужин сам. Это было необычно. Обычно мы ходили в ресторан или заказывали доставку. Но он сказал, что хочет приготовить что-то особенное. Я пришла домой и увидела стол. Свечи, белая скатерть, бутылка вина и торт. Большой, красивый, с кремовыми розами и зелеными крошками. Фисташки. Я остановилась в дверях. Сердце пропустило удар. «Кристиан», — сказала я. Голос был ровный, но внутри все сжалось. «Это что?» «Торт. Я сам выбирал. В пекарне». «С чем?» «Фисташкой, твой любимый». «Мой любимый? Ты что, Кристиан? Ты же знаешь, орехи, моя аллергия. Ты записывал». Он стоял у стола и смотрел на меня. И в его глазах было что-то новое. Что-то, чего я раньше не видела. Или не хотела видеть. Холод. Спокойный, ровный, безразличный холод. «Я знаю», — сказал он. 2 слова. «Я знаю». И все стало ясно. Как будто кто-то включил свет в темной комнате. Я увидела все. Каждую деталь, каждую фальшивую улыбку, каждый внимательный вопрос, каждое «расскажи о себе». Он не был жертвой. Он был охотником. Таким же, как и я, только лучше. «Ты знал с самого начала?» – прошептала я. «Конечно. Я проверяю каждого, с кем встречаюсь. Профессиональная привычка. Ты ведь тоже проверяешь?» «Ты...» «Я тоже. Только я не беру деньги. Я беру правду. Мне нравится смотреть, как люди лгут. Это забавно. Ты лгала хорошо, почти безупречно. Алиса – дизайнер интерьеров. Виктория – галеристка. Елена – журналист. 11 мужчин, 2 паспорта, 4 имени». Он знал все с самого начала. «Зачем?» – спросила я. «Тогда зачем все это, эти месяцы, ужины, совместная жизнь? Зачем?» «Потому что мне было интересно. Ты была лучшей из всех, кого я встречал. Красивая, умная, бесстыжая. Я хотел понять, как ты устроена. Изнутри». «И понял?» «Понял. Ты устроена просто, как все. Только лучше прячешь». «И что теперь? Ты сдашь меня полиции?» «Нет, я не люблю полицию. Я предпочитаю решать дела сам». Он подвинул торт ближе ко мне. «Ешь». «Ты с ума сошел?» «Нет. Я просто хочу, чтобы ты поняла кое-что. Каждый человек, которого ты обманула, чувствовал то же, что чувствуешь ты сейчас. Страх, бессилие, предательство. Только они и могли дышать, а ты не сможешь». Я попятилась к двери. Но он стоял между мной и выходом. Не угрожал, просто стоял. Спокойный, ровный. «Не будешь есть, конечно, я не заставлю. Ты можешь уйти. Но знай, я найду тебя. Всегда найду. Как находил всех своих. Ты не первая, не последняя. Просто самая интересная». Я бросилась к двери, толкнула его. Он не сопротивлялся, отпустил, даже улыбнулся. Я выбежала на лестницу, сердце колотилось, руки тряслись, и в голове одна мысль — бежать, прочь, далеко. Но я не бежала. Я остановилась на лестнице, прислонилась к стене и вдруг поняла, что задыхаюсь. Не от бега, от чего-то другого. Горло сжималось, губы опухали. Я подняла руку и увидела, что пальцы распухают. Он не заставлял меня есть торт. Это было не нужно. Он добавил орехи в вино или в хлеб, или в соус, во что-то, что я уже съела за ужином. Он знал, что я не буду есть торт. Он знал, что я пойму. Он рассчитал все. Я съела орехи до того, как увидела торт.
Торт был не оружие. Торт был сообщение. Ты уже мертва. Я просто хотел, чтобы ты знала, кто это сделал. Горло закрылось, дыхание стало свистящим. Я сползла по стене на пол, лицо горело, язык не помещался во рту. Перед глазами поплыли круги. Последнее, что я видела, потолок лестницы. Лампа дневного света жужжит, мигает, и темнота. Темнота была недолгой, или долгой, я не знаю. Времени не было, просто темнота. А потом свет. Не тот свет, о котором пишут в книгах про тоннель. Обычный электрический. Лампа дневного света. Жужжит, мигает. Я сидела в пластиковом кресле. В коридоре. Коридор был длинный, белый, без окон. Линолеум на полу, лампы на потолке, таблички на стенах. Отдел перевоплощений, окно 4. Отдел кармических долгов, окно 7. Потерянные души, обращаться в окно 2. Я встала, посмотрела на себя. Та же одежда, та же внешность. Только тело было легким, очень легким, как будто изнутри убрали все кости. В коридоре была очередь. 3 человека. Вернее, 3 души. Первый мужчина в деловом костюме нервно листал телефон. Телефона в руках не было, он листал пустоту. Привычка. Вторая была женщина в халате, она плакала. Тихо и беззвучно. Третьим был старик в военной форме. Он стоял ровно и смотрел перед собой, как будто ждал автобус. Я подошла к окну номер 4. За стойкой сидел мужчина, лысеющий, в свитере с оленями, кружкой кофе, ноутбук с наклейками. На наклейках написано «Я создал все это, понедельник день тяжелый, не беспокоить, работаю». Он поднял глаза, посмотрел на меня, не осуждающе, не приветливо, просто посмотрел, как врач на пациента. «Зорина Светлана Николаевна», — сказал он. Голос был обычный, не громкий, не тихий, как у учителя географии. «Да». «Садитесь». Я села. Кресло было такое же пластиковое, как в коридоре, холодное. «Значит так». Он открыл файл в ноутбуке. Пролистал. Родилась в 1993-м. Мать Зорина Нина Павловна, бухгалтер. Отец неизвестен. Школа, колледж, курсы визажа, а потом, вот интересное, 2 года без официального трудоустройства, затем еще 3 и еще. 5 лет в графе «профессия» значится дизайнер интерьеров. Хотя ни одного интерьера вы не проектировали. 843 задокументированных обмана, 11 потерпевших, 2 поддельных паспорта, 0 убийств, 0 благотворительных взносов, 0 волонтерских часов и аллергия на орехи, которую вы не удосужились вписать в медицинскую карту. Удобно, да? Никто не знает, никто не спасет. Даже ваш убийца это понял. Кто вы? Я тот, кому вы не платите налоги. Хотя от налогов вы тоже уклонялись, но это мелочь. Я не налоговая, я побольше. Вы? Да, я. Не надо произносить. Я и так знаю. Мне вообще много чего известно, включая то, что вы думаете прямо сейчас. Это не я не виновата, меня заставили обстоятельства. Не заставляли, вы выбрали сами. Каждый раз. Я молчала. Не потому, что хотела, а потому, что не знала, что сказать. Впервые за 5 лет я не знала, что сказать. Это было ново и неприятно. «Вы не злодейка», — продолжил он, отпивая кофе. «Злодейки строят планы мирового господства, а вы строили планы, как получить 20 тысяч на ремонт. Разница есть и большая. Вы не злодейка. Вы ленивая эгоистка. Это другое. И это лечится». «Лечится?» «Да. Дается второй шанс. Вы возвращаетесь, живете, но по-другому. И есть одно условие». «Какое?» «Каждая ложь будет причинять вам физическую боль. Чем крупнее ложь, тем сильнее. Небольшое преувеличение – это легкий зуд. Наглая ложь – это рвота. И так до конца жизни. Согласны?» «А если нет?» «Окно 3. Котел. Без очереди».
Я посмотрела на окно 3. Там никого не было, но из-за стекла шел жар. Легкий, едва заметный, как от батареи зимой, только сильнее. «Согласна», — сказала я. «Хорошо, можете идти. Документы будут настоящие. Имя настоящее. Денег не будет, квартиры не будет. Одежда будет самая дешевая. Удачи!» Он закрыл ноутбук, посмотрел куда-то мимо меня. «Следующий!» Я очнулась на скамейке в парке. Утро, осень, холодно. На мне была одежда, серая толстовка, джинсы, ботинки. Все новое, дешевое, из магазина, где все стоит копейки. В кармане кошелек, в кошельке документы, настоящие. Зорина Светлана Николаевна. И 30 евро мелочью. Тело было мое, но какое-то будто другое, молодое, здоровое. Может быть, без аллергии? Я сжала горло, проверила. Дышалось легко. Аппетита не было. Страха было много. Я села на скамейку и подумала. Впервые за долгое время я думала не о схеме, не о жертве, не о деньгах. Я думала о том, что мне делать. Сейчас, здесь, без денег, без квартиры, без имени. Имя было, но мое, невыдуманное, настоящее, и от него было не убежать. Первый день я провела, ходя по городу. Город был незнакомый, не тот, где я жила раньше, другой. Меньше, тише, люди шли не спеша, магазины были маленькие, кафе уютные, ничего пафосного, нигде. К вечеру я нашла ночлежку, бесплатную, при благотворительной организации. Душевая, общая кухня, койка. Я легла и провалилась в сон без сновидений. Утром я проснулась и пошла искать работу. Это было странно. Я никогда не искала работу. Я искала мужчин. Мужчины были моей работой. Но теперь мужчин искать было нельзя. Точнее, можно, но нельзя врать. А если нельзя врать, то какая это работа? Это катастрофа. Я нашла работу в забегаловке, официанткой. Без опыта, без рекомендаций, без вранья. Просто подошла и сказала, мне нужна работа. Опыта нет, я научусь. Хозяин, толстый мужчина с усами, посмотрел на меня, оценил. Не как женщина, как рабочая сила. Кивнул. Смена с 6 утра до 2. А оплата еженедельно. Еда бесплатная. Будешь жаловаться, увольняю. Договорились? Договорились. Первый день. Я разносила подносы, разливала суп, подавала салаты. Руки тряслись. Не от усталости, от непривычки. Я никогда не работала. Не по-настоящему. Я играла роли, а тут роли не было. Была я, Света, официантка. 20 евро в день. Чаевые отдельно. В обед пришел клиент. Пьяный, громкий, нетрезвый, сел за столик. «Эй, красавица, принеси кофе. И чаевых не жди. Ты их не заслужила». Я хотела ответить. Во рту уже готовились слова «да вы сами на трактор похожи». Но язык отозвался легким покалыванием, как будто крапивой. Я замерла. Это не было оскорбление. Это было субъективное мнение. Но организм думал иначе. Организм считал, что это преувеличение, и наказал. Я промолчала, принесла кофе. Клиент выпил, рыгнул и ушел. Чаевых не оставил. Вечером я лежала на койке в ночлежке и считала. 20 евро за смену, минус еда. Хотя еда бесплатная на работе, но я не всегда там ем. Минус ночлежка. Бесплатно, но постельное белье свое, стирка платная. Минус все. Оставалось 14 евро в день на жизнь. Раньше я тратила 14 тысяч за вечер на одно платье, на один ужин, на одну укладку. Я лежала и смотрела в потолок. Потолок был белый, лампы не было, только окно, луна. Красивая, надо сказать, и бесплатно. Первая неделя была адом. Не потому, что работа тяжелая. Хотя и тяжелая, ноги гудели, поднос был тяжелым, клиенты были грубыми, но это было терпимо. Хуже было другое. Я не могла врать. Физически. Третий день.
Клиент спрашивает, какой суп вкуснее. Я хочу сказать, говяжий, он великолепен. Но на самом деле говяжий так себе, пересоленный. Я открываю рот, произношу великолепен и чувствую, как по телу проходит волна зуда от макушек до пяток. Не сильная, но неприятная, как будто искупалась в крапиве. Я закрываю рот, выдыхаю и говорю. Говяжий нормальный, но я бы взяла овощной. Зуд проходит. Клиент заказывает овощной, доволен, оставляет чаевые. 3 евро. За честность. 5-й день. Подруга по смене официантка Дора, толстая веселая женщина, спрашивает. «Света, ты где раньше работала?» Я хочу сказать в офисе менеджером, но это ложь. Я открываю рот, желудок крутит, не сильно, но ощутимо, как легкое отравление. Я закрываю рот и говорю «Нигде, это моя первая работа». Дора смотрит на меня с удивлением. «Совсем нигде?» «Совсем». «И как?» «Ужасно, но я учусь». «Молодец. Честность– это редкость. В нашем деле особенно. Знаешь, сколько официанток ворует из кассы? Половина. Я ворую тоже. Немного. Чаевых не хватает». Дора засмеялась, я нет. И подумала, вот человек, который ворует немного. Я воровала много. Разница только в масштабе, но не в сути. День 10. Хозяин позвал в кабинет. Он сидел за столом и смотрел на меня. «Светлана», — говорит он, — «клиенты жалуются». «На что?» «На тебя. Ты слишком честная». «Это плохо разве?» «Для официантки да. Ты знаешь, что в этом деле главное не еда. Главное, чтобы клиент чувствовал себя особенным. А ты ему говоришь, что суп так себе. Он не чувствует себя особенным. Он чувствует, что зря пришел. Но суп и правда так себе. Конечно. Но об этом не говорят, об этом молчат. Улыбаешься и несешь, поняла?» Я поняла. Честность вредна для бизнеса. Чужого бизнеса, не моего. Я кивнула. Я исправлюсь. Вот и хорошо. Я вышла из кабинета и подумала, как быть? Врать нельзя, молчать можно. Я буду молчать. Когда клиент спрашивает, какой суп лучше, я буду говорить, выбирайте на свой вкус, оба хорошие. Не ложь. У каждого свой вкус, оба относительно хорошие. Относительно. Оказалось, что можно быть честной и не говорить всей правды. Это было открытие. Не ложь, а умолчание. Я раньше не молчала. Я говорила много, без остановки. Слова были моим инструментом. Теперь инструментом стало молчание. Дора научила меня носить подносы. 5 тарелок в одной руке. Фокус в равновесии и в запястье. Запястье должно быть жестким, а рука мягкой, как характер. Жесткая внутри, мягкая снаружи. Я над этим работала. Не над рукой, над характером. Через месяц я стала нормальной официанткой. Не лучшей, не худшей, нормальной. Клиенты меня не любили и не ненавидели. Они меня не замечали. Это было ново. Раньше меня замечали все, я этого добивалась. Внешность, одежда, улыбка. Все было для того, чтобы заметили. Теперь я была в серой толстовке и джинсах, хвостиком на голове и без макияжа. Меня не замечали. И это было спокойно, тихо, как будто выключили радио, которое играло 5 лет без перерыва. Но не все было спокойно. Ложь была повсюду. В мелочах, в деталях, в словах, которые мы говорим, не задумываясь. Как дела? Хорошо. Но дела-то нехорошо, дела ужасно. Я живу в ночлежке, зарабатываю 20 евро в день и не знаю, что будет завтра. Но если я скажу плохо, меня спросят, почему, и придется объяснять. А объяснять не хочется. Поэтому я говорю «хорошо» и чувствую зуд, легкий, на предплечьях, как будто комар укусил. «Ты красивая», — говорят мне. «Спасибо. Но я не красивая, я обычная. Без макияжа, без укладки, без платьев за $1000. Я обычная женщина в серой толстовке. Но я говорю спасибо. И снова зуд на шее. Ты мне нравишься. Это клиент, пьяный, лет 45. Кольцо на пальце, жена дома.
Ты мне нравишься, это не комплимент, это приглашение. Я хочу сказать ему «отстань». Но это грубо. Грубость не ложь. Грубость — это грубость. Зуда нет. Ну и вежливости тоже. Я научилась балансировать между честностью и тактом. Это было сложнее, чем обманывать. Обман — это прямая линия. Ты знаешь, куда идешь. А честность — это лабиринт. Ты не знаешь, какой поворот правильный. Однажды вечером после смены я сидела в парке на скамейке. Та же скамейка, на которой я очнулась в первый день. Ела булочку дешевую из ближайшей пекарни. Смотрела на закат. Красивый, оранжевый, как апельсин. Рядом села женщина, пожилая, с сумкой. Из сумки торчал батон. «Красиво», — сказала женщина, глядя на закат. «Да», — сказала я. «Ты здесь новенькая?» «Можно и так сказать». «А откуда?» «Издалека». «А конкретнее?» Я задумалась. Издалека это не ложь, это не точность, но не ложь. Зуда не было, но и правды тоже не было. Я решила попробовать. Я из другого города. Приехала недавно, начиная новую жизнь. Новую жизнь? Женщина посмотрела на меня. Глаза у нее были добрые. Это хорошо, новая жизнь. Главное, чтобы старая не догнала. Старая не догнала пока, кивнула я. А как тебя зовут? Света. А меня Марта. Вот, купила хлеба. Хочешь? Марта протянула батон. Я отломила кусок. Хлеб был теплый, мягкий, пах дрожжами и домом. Тем домом, которого у меня никогда не было. Мы сидели на скамейке и ели хлеб, молча. Две женщины. Одна старая, другая молодая. Одна с прошлым похуже. Закат догорал, небо стало лиловым. «Марта», — сказал я, — «а можно спросить?» «Конечно. Вы тоже начинали новую жизнь?» «Дважды. Первый раз в 20 лет, когда вышла замуж. Второй в 60, когда развелась. Первый раз получилось плохо, второй лучше. Теперь учусь на своих ошибках. Медленно, но учусь». И она засмеялась. Тихо, как будто боялась кого-то разбудить. Я не смеялась. Я подумала, вот человек, который дважды начинал жизнь заново. И оба раза сам. Без офиса на небесах. Без котла и без условий. Просто потому, что решила. Мне было стыдно. Не за прошлое, а за то, что мне потребовалось умереть, чтобы начать. Лилька нашла меня через месяц. Позвонила. Голос был такой, будто она съела лимон и не может решить, ей кисло или весело. «Светка, ты где? Я ищу тебя везде, все телефоны отключены. Я думала, ты сдохла». «Почти». «Что значит почти?» «Лиль, я не могу говорить, я занята». «Чем занята? Ты никогда не занята. Ты всегда на связи. Что случилось?» Я замолчала. Как объяснить? Лилька не поймет. Лилька живет схемами. Мелкими, глупыми, но схемами. Для нее честность — это не добродетель, это диагноз. Лиль, я завязала. Что завязала? Шнурок? Что завязала? Все. Схему, мужчин, деньги, все. Ты что, в натуре? Ты заболела? Нет, я выздоровела. Светка, не тупи. У меня есть клиент свежий, миллионер, только что развелся. Готов на все. Неделя работы, но сумма серьезная. 1050 можно срубить. Тебе 25 и мне 25, как раньше. 25 тысяч. Раньше эта цифра заставила бы меня все бросить и бежать. А сейчас она вызывала тошноту. Не от условия небесного офиса, от отвращения. Настоящего, моего собственного. Лиль, нет. Почему? Потому что. Потому что? Светка, ты меня пугаешь. Ты нормально говоришь? Тебя похитили? Ты под контролем? Скажи «да», если тебя заставляют. Лиль, меня никто не похищал. Я просто не хочу. Не хочешь денег? Не хочу врать. Ты что, в Бога поверила? Нет, в себя. Немного. Это ново. Лилька молчала, потом выдохнула.
Долго, громко, как паровоз. Ладно. Я не понимаю, но ладно. Если передумаешь, звони. Клиент никуда не денется. Они никуда не деваются. Пока есть деньги, есть и дураки. Она повесила трубку. А я сидела на койке в ночлежке и смотрела в стену. Стена была белая, голая, без картин, без зеркал, без ничего. Просто стена. И я смотрела на нее и думала. Я только что отказалась от 25 тысяч. Добровольно, без принуждения. Ну, почти без принуждения. Если не считать рвоту при каждой лжи. Я легла, закрыла глаза и впервые за 5 лет уснула с ощущением, что день прожит не зря. Не потому, что украла, а потому, что не украла. Маленькая победа, но моя. Томас появился в забегаловке через 1,5 месяца после моего возвращения. Пришел утром, сел за столик у окна, заказал кофе и яичницу молча, без «эй, красавица», без щелканья пальцами, просто сел и заказал. Обычный, средний, не высокий, не низкий, не толстый, не худой. Волосы русые, руки большие, мозолистые, ногти короткие, съевшиеся грязью. Это руки, которые работают. Не управляют, не подписывают, работают. Я принесла кофе, он кивнул. Не спасибо, просто кивнул. Один раз. И я поняла, этот человек не тратит слова зря. Каждый его жест был экономным, как будто у него лимит на движение, и он боится превысить. «Яичница будет через 5 минут», — сказала я. «Хорошо». Все, я ушла разносить другие подносы другим клиентам, которые говорят больше, шутят, жалуются, флиртуют, а я все время оглядывалась на столик у окна. Он сидел ровно, пил кофе, смотрел в окно на улицу, на людей, спокойно, без напряжения. Я принесла яичницу. Он ел медленно, аккуратно, не чавкал, не разбрасывал, просто ел. Когда закончил, оставил деньги на столе. С чаевыми. Чаевые были нормальные, не щедрые, не жалкие, нормальные, как он сам. На следующий день он пришел снова. Сел за тот же столик, сделал тот же заказ. Кофе и яичница. Я принесла, он кивнул, я ушла. Так продолжалось неделю, каждое утро. Кофе и яичница. Кивок, молчание, деньги на столе. Мы не разговаривали. Почти. Только доброе утро, спасибо, пожалуйста. Но на 8-й день он задержался. Допил кофе и посмотрел на меня. «Как вас зовут?» «Света». «Света? А я Томас». «Очень приятно». «Вы всегда такая серьезная». «Я не серьезная. Я уставшая». «А в чем разница?» «Разница в том, что серьезная — это надолго, а уставшая — это до вечера». Он почти улыбнулся. Уголок рта дрогнул, как будто улыбка хотела выйти, но постеснялась. «Вы работаете каждый день?» 6 дней, 7-й выходной. «А что вы делаете в выходной?» «Сижу в парке, смотрю на закат». «Одна?» «Одна». Он кивнул, оставил деньги и ушел. А через неделю в мой выходной я сидела в парке на скамейке. Та же скамейка, закат, булочка. И вдруг рядом сел Томас. Просто сел. Как будто так и было задумано. «Можно?» – спросил он. «Так вы уже сели». «Знаю, но вежливость прежде всего». «А вы вежливый?» «Стараюсь. Не всегда получается. Я автомеханик. У меня вежливость не профессиональное качество. У нас профессиональное качество – это мат». «И вы материтесь?» «Как все. Но только на работе, дома нет». «А сейчас вы на работе?» «Нет. И поэтому я просто сижу рядом и молчу. Можно?» Мы сидели и молчали. Закат догорал, небо меняло цвета, оранжевый, розовый, лиловый. Звезды появлялись одна за другой. Томас сидел рядом и молчал. Удобно молчал. «Томас», — сказала я. «Да. А вы знаете, кто я?» «Официантка из забегаловки». «Нет, не только». Я задумалась. Вот оно. Момент, я могу соврать, я дизайнер интерьеров, желудок скрутило, предупреждение. Я могу уйти, могу промолчать, могу сказать правду. Я бывшая мошенница.
Раньше обманывала богатых мужчин, брала у них деньги и исчезала. А потом меня убили. Но на небесах меня отправили обратно с условием не врать. И каждая ложь причиняет мне боль. Вот почему я здесь, вот почему я официантка, и вот почему у меня ничего нет. Я сказала это все за один раз, быстро, как будто выплевывала. Сердце колотилось, руки тряслись, но зуда не было, ни зуда, ни тошноты, ни боли, потому что это была чистая, голая, уродливая правда. Томас молчал. Минуту, две, три. Я считала. 3 минуты. 180 секунд. Я готовилась к тому, что он встанет и уйдет. Кто захочет сидеть рядом с мошенницей? С мертвой мошенницей, которую воскресили и приставили к ней детектор лжи в виде боли. Но он не ушел. Он повернулся ко мне, посмотрел. Глаза были спокойные, серые, как небо перед дождем. «Все ошибаются», — сказал он. «Это не ошибка. Это карьера. 5-летняя. Бывшая карьера». «Бывшая, да. Хочешь пива?» Я засмеялась. Впервые не помню за сколько, громко, со всхлипами, как будто у меня что-то лопнуло внутри, как баллон. Воздух вышел. Воздух нового человека. «Хочу», — сказала я. «Очень хочу». Мы пошли в маленький бар у парка. Бар был темный, прокуренный, с домино на столах. Старик в углу играл сам с собой. Бармен протер стакан, поставил перед нами 2 пива. Томас заплатил за обоих. «Я не богатый», — сказал он. «Я знаю. Я уже не ищу богатых». «А что ищешь?» «Не знаю. Раньше знала деньги, платья, рестораны, теперь не знаю. Может, тишину?» «Так тишина, вот она. Пей». Мы пили пиво, молчали, слушали домино. Стук, 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 костяшки по дереву. Простой звук, честный. Через 3 месяца я устала быть официанткой. Не от работы, от подносов, от пьяных клиентов, от хозяина с усами, который говорил: «Света, улыбайся больше». Я не могла улыбаться больше. Я улыбалась ровно столько, сколько чувствовала. Ни больше, ни меньше. Дора сказала: «Тебе надо в торговлю, ты честная, это редкость. В торговле честность ценится. Не всеми, но ценится». Я послушалась. Устроилась продавцом в небольшой магазин. Бытовая техника. Пылесосы, утюги, чайники. Хозяин, пожилой мужчина по имени Пауль, принял меня без рекомендаций. Мы просто поговорили 20 минут. Он задавал вопросы, я отвечала. «Почему ты ушла из общепита?» «Устала носить подносы». «Опыт в торговле есть?» «Нет». «А почему я должен тебя взять?» «Потому что я не буду врать покупателям». «Все так говорят». «Все врут, а я нет. Можете проверить». Он проверял 1 месяц. Стоял за углом, слушал, подглядывал. Я не знала, он потом рассказал. «Я слышал, как ты продала пылесос женщине. Она хотела дорогой, а ты сказала: дорогой вам не нужен, вам подойдет средний. Он делает то же самое, только тише. Она купила средний. Я потерял 20 евро на разнице. Но она вернулась через неделю и купила утюг. И рассказала подруге. Подруга пришла и купила чайник. Знаешь, сколько я заработал на твоей честности? Больше, чем на нужной лжи». Я улыбнулась. Не потому, что надо, а потому, что хотелось. Честность оказалась выгодной. Не сразу. Сразу она была убыточной. Клиент хочет дорогой товар, ты предлагаешь дешевый. Но потом клиент возвращается. С другом, с родственником. Потому что доверяет. А доверие стоит дороже любого пылесоса. Я стала лучшим продавцом месяца. А через полгода меня повысили. Я стала помощником управляющего. Зарплата была нормальная. Небольшая, не маленькая. Хватало на квартиру, на свою, с кроватью, столом, стулом и окном. Окно выходило во двор, во дворе росло дерево. Весной оно цвело. Белым, красиво, бесплатно. Томас приходил каждый вечер. Мы пили пиво или чай, или просто сидели, молчали. Или разговаривали,
С ним было просто. Не нужно было играть, не нужно было нравиться. Можно было просто быть. Я не умела быть, я училась. А однажды он сказал: «Света, я хочу кое-что сказать». «Говори». «Ты мне нравишься. Не как официантка, не как продавец пылесоса, а та, что сидит на скамейке и ест булочку. Та, что смеется, как лошадь. Та, что не умеет врать. Вот это ты». Я хотела ответить что-то красивое, что-то из тех слов, что говорила богатым мужчинам. «Ты делаешь меня лучше», «Я никогда не встречала такого, как ты». Но все эти фразы были у меня в кармане, как монеты, готовые, отрепетированные. Я потянулась за ними и не нашла. Их не было. Карман был пуст. Фразы исчезли. Осталась только я. Без слов. «Ты мне тоже нравишься», — сказала просто я. Просто несколько слов. Без расчета. Его рука лежала на столе, и я положила свою рядом. Достаточно близко, чтобы чувствовать тепло. Не больше. Мы не торопились. Когда честен, время работает на тебя. Когда врешь, время работает против. Мы были честны. Время было нашим. Прошел год. Я работала в магазине, жила в своей квартире, встречалась с Томасом, жила тихо. Маленькая незаметная жизнь, без яхт, ресторанов, без фальшивых имен. Я была счастлива. Не тем счастьем, о котором пишут в журналах, тихим счастьем. Как теплый чай зимой, не обжигает, но греет. А потом пришел Вернер. Вернер был подопечный номер 4. Немец, бизнесмен, владелец логистической компании. 51 год, разведен, одинок, уязвим. Я обманула его 3 года назад на 40 тысяч по моей схеме. Влюбила, взяла в долг и исчезла. Он остался с долгами и разбитым сердцем. Я не думала о нем никогда. Он был просто номер 4. Цифра в блокноте. Он нашел меня. Не знаю как. Может, нанял кого-то, может, сам искал, долго и упорно. И нашел. В маленьком магазине, где я продавала пылесосы. Он вошел утром. Я стояла за стойкой. Увидела его и застыла. Сердце провалилось в живот. Лицо было знакомое, постаревшее, жесткое, но знакомое. «Здравствуйте», — сказал он. «Вы Светлана Зорина?» «Да». «Или вас зовут Алиса, дизайнер интерьеров?» «Нет. Теперь меня зовут Светлана Зорина. Это мое настоящее имя». «Настоящее? Интересное слово. От вас я слышу его впервые». Он не кричал, не угрожал, не размахивал руками. Он говорил тихо и спокойно. Но это было страшнее крика. «Я знаю, что вы сделали 3 года назад. 40 тысяч. Я потратил на адвокатов больше, чем вы взяли, но они не нашли вас. Я нашел вас сам, без адвокатов. Я хотел знать, кто вы, зачем, как. Теперь знаю». «Вернер, я...» «Не объясняйте. Я не за этим пришел. Я пришел за ответом. На один вопрос. Один. Вы ответите честно, а потом я решу, что с вами делать». Я кивнула и ждала. Вопрос был как нож у горла. Я знала, какой он будет. Зачем или как вы могли, или вам не стыдно? Все эти вопросы я задавала себе каждый день, каждый вечер, перед сном, после пробуждения, в парке на скамейке, в магазине за стойкой, все. Вопрос: вы можете вернуть деньги? Я выдохнула. Ни зачем, ни как. Практичный деловой вопрос. Вернер был бизнесменом. Бизнесмены не спрашивают «зачем?». Бизнесмены спрашивают «сколько» и «когда?». «Да», — сказала я. «Не сразу, но да. Все 40 тысяч». «Как?» «Я работаю, буду работать, буду откладывать каждый месяц, пока не верну все». «Это займет годы». «Да». «Но почему? Почему вы хотите вернуть? Вы могли бы отказаться, сказать, что денег нет, исчезнуть. Вы умеете исчезать». «Умею, но больше не хочу. Я хочу вернуть. Не потому, что боюсь, а потому, что это ваше, я взяла, и я должна вернуть».
Вернер молчал долго, а я ждала. Сердце колотилось, но не от страха, а от ощущения, что я делаю правильную вещь. Может быть, впервые. По-настоящему правильную. Не потому, что так сказала начальство на небесах, а потому, что так надо. Внутри, глубоко, там, где раньше была пустота. «Хорошо», — сказал Вернер. «Каждый месяц перевод на мой счет, пока не вернете все с процентами». «Процентами?» «Да, я бизнесмен. 20% годовых за 3 года это...» «Это много». «Я знаю, но вы взяли мои деньги, а деньги должны работать. Ваши не работали, теперь поработают». Я посчитала в уме. 40 тысяч плюс 20% за 3 года. Это очень много. На мою зарплату это годы. Годы работы, годы откладываний. «Согласна», — сказала я. «Договорились». Он достал из кармана визитку, положил на стойку. «Реквизиты на обороте. Первый перевод в конце месяца. Будет». «Да, будет. И...» «Светлана?» «Да. Спасибо». «За что?» «За честность. Я ждал ее 3 года. Не денег, честности». Он ушел, я стояла за стойкой, руки тряслись, внутри все гудело, как трансформаторная будка. Но зуда не было, ни зуда, ни боли, потому что я сказала правду. Всю чистую правду. Я стала работать. Много. Взяла 2 работы. Днем в магазине, вечером в пекарне. Пауль разрешил брать сверхурочные. В пекарне платили мало, но давали хлеб. Хлеб был нужен. Каждый сэкономленный евро шел на перевод Вернеру. Первый перевод 300 евро. Маленькая цифра на фоне огромного долга, как капля в море. Но капля первая. Томас узнал, я ему все рассказала. Про Вернера, про долг. Он слушал молча, потом спросил: «Сколько всего?» «Много». «Сколько?» 64 тысячи. «И сколько ты можешь откладывать?» 300, иногда 400. «Это долго». 2 года, может, 3. «Я помогу». «Нет». «Почему?» «Потому что это мой долг, моя ответственность, не твоя». «Я не прошу разрешения, я предлагаю». «Томас, нет. Я должна сама, понимаешь? Сама. Если ты поможешь, это будет не моя честность. Это наша. А мне нужна моя личная. Только моя». «Ты упрямая». «Я знаю». «Это хорошо, наверное». «Не знаю, но хорошо». Каждый месяц я переводила деньги. 300, 400, 500. Когда удавалось. Когда не удавалось, 300. Без перерывов, без задержек. Вернер присылал подтверждение. Короткое. Получено, спасибо. 2 слова каждый раз. Я сохраняла их, как наклейки на ноутбук. Получено, спасибо. Хроника искупления. Лилька звонила раз в 2 месяца. Каждый раз с новым предложением. «Светка, вот клиент, вот сумма, вот план». Каждый раз я отказывалась. Каждый раз. Каждый раз Лилька злилась. Но каждый раз злилась меньше. Потом перестала злиться. Потом перестала звонить. Потом позвонила последний раз. «Светка». «Да, Лиль, я тоже хочу завязать». «Правда?» «Да, я устала. Я маленькая. Ты была большая. Если даже большая завязала, то мне проще». «Наверное». «Лиль, тебе помочь?» «Не знаю. Я попробую сама». «Если что, звони». «Спасибо, Светка. Ты хорошая». «Я не хорошая. Я была плохая, а теперь учусь». «Учись. Я тоже буду». Она повесила трубку. Я стояла у окна. Дерево во дворе цвело. Белым, красиво. Я плакала. Не от горя, а от чего-то другого. От того, что Лилька сказала «я тоже буду». От того, что мой пример, мой глупый, болезненный пример помог кому-то еще, не только мне. 27 месяцев. 27 переводов. 27 подтверждений «получено, спасибо». Последний перевод был в марте. Дерево во дворе цвело белым. Я перевела последнюю сумму. Остаток до цента, как обещала. Я отправила перевод и села на пол.
Прямо на пол, у окна. Ноги не держали, не от усталости, от облегчения, как будто тяжелый рюкзак сняли. Грязный, вонючий рюкзак, который я несла почти 3 года. Каждый день, каждую минуту. Томас пришел вечером. Я сидела на полу, он посмотрел, не спросил, что случилось, сел рядом. Мы сидели на полу, 2 взрослых человека в маленькой квартире у окна. «Я вернула», — сказала я. «Знаю. Откуда?» «Ты улыбалась, когда я вошел. По-настоящему. Впервые за все время». Я даже не заметила, что улыбалась. А он заметил. Он всегда все замечал. Томас замечал то, что другие пропускали. Он заметил меня в забегаловке, молчаливую, серьезную, уставшую. Он заметил меня в парке, с булочкой и закатом. Он заметил, что я перестала врать. Он заметил, что я начала платить. Он заметил, когда я закончила. «Томас». «Да». «Спасибо». «За что?» «За то, что сидел на полу рядом, молча, когда нужно было молчать, и говорил, когда нужно было говорить». «Это несложно». «Это очень сложно. Не все умеют». «Я не все. Я Томас». Я засмеялась, а он почти улыбнулся. Уголок рта дрогнул. На этот раз улыбка вышла. Неловкая, кривая, как будто первый раз в жизни. Может быть, первый. Может, у него тоже был свой рюкзак. Свои ошибки, свое прошлое. Мы не говорили о его прошлом. Не потому, что не хотели. Потому что не торопились. Когда честен, торопиться некуда. Лилька не звонила 3 месяца. Я думала, она меня забросила. Или не смогла, или передумала. Я не звонила ей не потому, что не хотела, а потому что знала, если она решила, то сама позвонит, когда будет готова. Она позвонила вечером. Голос был другой, не такой, как раньше. Тихий. «Светка!» «Лиля, как ты?» «Я работаю. В цветочном магазине. Представляешь, продавщицей». «Правда?» «Правда. Розы, тюльпаны, гвоздики. Я не знаю половины названий, но я учусь. Сегодня продала букет невесте. Белые розы. Она плакала от счастья. Я чуть не заплакала тоже. Потом вспомнила, что я твердая женщина, и не заплакала. Лиль, ты молодец. Я не молодец, я начинаю, как ты. Только позже. Ты раньше, я позже. Но я начала. Я рада. Светка. Да. Спасибо, что показала. Что можно. Я не знала, думала, нельзя. Оказывается, можно, только больно. Больно. Потом проходит. Когда? Не сразу, но проходит. Мы помолчали. На трубке 2 женщины. 2 бывшие мошенницы. Одна продавала пылесосы, другая цветы. Жизнь странная штука, непредсказуемая. Если бы мне 5 лет назад сказали, что я буду радоваться, продавая пылесосы, я бы рассмеялась. А сейчас мне не смешно. Сейчас это правда. Я повесила трубку. Легла на кровать, смотрела в потолок. Телефон зазвонил. Незнакомый номер. Я ответила. Светлана Зорина? Да. Меня зовут Генрих, я адвокат. У меня для вас сообщение. Какое? Мой клиент, Кристиан Бергер, просил передать. Сердце остановилось. Кристиан. Тот самый, который меня отравил. Который сказал «я знаю». Мой клиент просил передать, что он в курсе вашего возвращения. Он знает, что вы живы. Он знает, где вы. И он хотел, чтобы вы знали. Он не будет действовать. Он удовлетворен. Вы получили то, что заслужили. Второй шанс. Он свой второй шанс уже использовал. На вас. Я молчала. Телефон будто был горячим, а рука была холодная. «Вы еще на линии?» – просил адвокат. «Да». «Сообщение передано. Всего доброго». Я положила телефон на стол, легла, закрыла глаза. Кристиан знал. Знал, что я жива. Знал, где я. И не будет действовать. Он удовлетворен. Второй шанс. Его шанс был потрачен на меня, а мой шанс был стать другой. Странно. 2 афериста, один отравил, другой воскресла.
Один использовал шанс на месть, другая на искупление. Оба удовлетворены. Какая ирония! Какая страшная, безумная ирония! Я не рассказала Томасу. Не потому, что врала, потому что не хотела его пугать. Но через неделю все-таки рассказала. Не могла не рассказать. Молчать о таком слишком тяжело. Тяжелее любого рюкзака. Томас выслушал молча, потом встал, подошел к двери, проверил замок, вернулся, сел. «Я замок поменяю», — сказал он. «Томас!» «На более крепкий и камеру поставим. На дверь. Простую, дешевую, но поставим». «Ты боишься?» «Нет, я готовлюсь. Это разные вещи. Бояться — это сидеть и трястись. Готовиться — это встать и сделать. Я встал, и я сделаю». На следующий день он пришел с замком. Новым, крепким. И камерой, маленькой, круглой, как глаз. Прикрутил, проверил, кивнул. «Вот», — сказал он, — «теперь, если кто-то придет, мы увидим». «А если не придет?» «Тогда камера будет смотреть на птиц. Птицы красивые. От этого тоже польза». Я засмеялась. А он почти улыбнулся. Но на этот раз и второй уголок рта дрогнул. Прошло 2 года. Я была менеджером магазина, маленького, бытовая техника, пылесосы, утюги, чайники. Пауль уходил на пенсию, передал мне магазин. Не продал, передал. С условием «не ври покупателям» и не давай врать другим. Это главное. Все остальное приложится. Я была управляющей. Маленький магазин, маленькая зарплата, маленькая жизнь, но моя. Честная, без фальшивых имен, без поддельных паспортов. Просто я, Света, с хвостиком на голове, в джинсах и свитере, продававшая пылесосы и не вравшая. Томас был рядом каждый вечер. Пил пиво или чай. Молчание или разговор, неважно. Главное, рядом. Он чинил машины, я продавала пылесосы. Мы жили, тихо, но жили. Однажды вечером зазвонил телефон. Это была Лилька. «Светка, представляешь, у меня свой цветочный магазин». «Что?» «Свой, маленький, на углу, розы, тюльпаны и еще орхидеи. Я выучила названия все. 32 вида, можешь проверить». «Лиль, это же прекрасно». «Я знаю, я тоже так думаю. Впервые в жизни я думаю, что что-то прекрасно, и не вру». И я стояла у окна, Лилька звонила, дерево цвело. Томас спал на диване. Храпел тихо, как кот. Некрасиво, но мило и бесплатно. Лиль, я горжусь тобой. Я тоже собой горжусь. Впервые. Это странно, но хорошо. Я повесила трубку, подошла к зеркалу, настоящему, в ванной, маленькому, с трещиной в углу. Посмотрела на себя, без фильтров, без грима, без укладки. Настоящая. С морщинкой у рта, с кругами под глазами. Настоящая. Телефон зазвонил снова. Незнакомый номер. Я ответила. «Света?» «Лиль, ты опять?» «Нет, это не Лиля, это Дора». «Дора? А откуда у тебя мой номер?» «Так ты же давала 3 года назад, когда уходила из забегаловки. Ты сказала, если что, звони. Вот, звоню». «Что случилось?» «Хозяин продал заведение. Новый владелец. Молодой, глупый, жадный. Половина официанток уволилась. Я тоже. Не хочу работать у дурака». «И?» «И я вспомнила, что ты говорила, честность выгодна. Я хочу открыть что-то свое. Маленькое кафе, простое. Суп, булочки, кофе. Без пафоса, без вранья. Суп так себе, но об этом не говорить. Нет, об этом говорить. Суп так себе». «Дора, мне нужен совет. Ты же умеешь. Ты прошла через все это. Помоги». Я стояла в ванной перед зеркалом с телефоном. Дора хотела открыть кафе. Лилька открыла цветочный магазин. «Дора, я помогу. Правда?» «Правда. Только есть одно условие». «Какое?» «Суп должен быть хорошим. Не так себе, а хорошим. Честно хорошим». «Договорились». Я положила трубку, посмотрела в зеркало на себя, на свою морщинку у рта, на круги под глазами, на настоящую себя и сказала: «Света, ты прекрасна».
И впервые за много лет это было не единственной правдой в моем дне. Это было одной из многих, маленькой, но одной из многих. Не было ни зуда, ни боли, ни тошноты, потому что это была просто чистая правда. Эпилог. Офис. Окно номер 4. Линолеум. Лампы дневного света. Жужжат, мигают, жужжат, мигают. Он сидел за стойкой. Свитер с оленями, кружка кофе, ноутбук с наклейками. На экране файл. Зорина Светлана Николаевна. Он листал медленно, внимательно, пролистал всю жизнь от начала до конца. От первого обмана до последней правды. В графе «Статус» мигало зеленым «Перевоспитано», «Контроль снять». Он отпил кофе, посмотрел на экран, подумал, кивнул. Не потому что видел, потому что знал. Он знал, что можно. Всегда знал. Вопрос был в том, знает ли она. Теперь она тоже знала. Он закрыл файл, открыл следующий, посмотрел, вздохнул, отпил кофе. Ну, кто там следующий? За дверью коридора стояла очередь. 3 души. Мужчина в деловом костюме, нервно листающий пустоту. Женщина в халате, плачущая беззвучно. И старик в форме, стоящий ровно. Линолеум блестел, лампы жужжали. Очередь ждала. Работа продолжалась. Она всегда продолжается. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!